Приветствую тебя, зритель! Ты попал на вечер всех святых в славном городишке на берегах Сены. И сегодня добродушный призрак в моем лице и по совместительству преподаватель из автошколы лишения за 60 секунд поведает тебе cool story о силе настоящей дружбы и как можно сократить время экскурсии при посещении другого славного городишка на берегах Мичигана. Сладость или гадость? Ой, то есть сетевой троф или закрытие серверов? Приступим. Прежде чем мы перейдем к обсуждению мультиплеерных и пары одиночных трофеев основной игры Grid 2 на платформе PlayStation 3, для всех его гонщиков и схожих тайтлов, таких как Grid Auto Sport, Dirt Showdown и Dirt 3, объявляется последнее китайское предупреждение. На всякий пожарный добавим в эту команду еще и проект под названием NFS Most Wanted от 2012 года в связи с недавним уходом на покой многопользовательского режима его младшего брата NFS Rivals. Товарищи правообладатели обозначенных видеоигр долго смотрели на счета ЖКХ и волевым решением назначили 8 ноября сего года датой выключения из розетки онлайн-серверов данных гонок. Учитывая сумасшедшие 100 плюс часов для закрытия автоспорта, 40 плюс часов для Dirt 3 и 20 плюс часов на Showdown, скорее всего они так и останутся невзятыми за эти коротенькие 3 дня, если вы еще не начинали их буст. В случае с Most Wanted нужно дать пояснение, что о его закрытии никаких объявлений от EA не поступало, однако возможности сетевой игры в нем основаны не только на peer-to-peer соединении между игроками, но и посредством работы серверов Автолог, которые могут также быть отключены, и очень повезет, если об этом предупредят заранее. Почему в первую очередь под нож попал Rivals, который вышел на год позже, остается загадкой, как и то, что их более ранний предшественник в лице Hot Pursuit. Причем вариант именно первого ремейка от 2010 года на PS3 спокойно продолжает работать в онлайне, как ни в чем не бывало, и все его мультиплеерные трофеи можно также на изи забрать в копилку. Видимо, сервера Автолога для этих гонок находятся в другом помещении, от которого все никак не могут найти ключи. Для доступа к сетевым заездам в данных играх, за исключением обеих NFS и Автоспорта, необходимо наличие на аккаунте VIP Pass абонемента, который был исключен из свободной продажи несколько лет назад, ввиду окончания лицензии на распространяемый контент с этими кодами. Для цифрового Grid 2 есть особенность, что данный пас поставлялся вшитым в саму игру, а не как у его братьев отдельным файлом в библиотеке, однако приобрести эту игру в любых PS Store сегодня также невозможно. Даже бумажные непогашенные варианты абонементов, словно карета Золушки, превратились в тыкву и сгодятся теперь только как подставка для вашей кружки с кофе. Кстати говоря, представили лица игроков из первых Grid и Dirt. А чё сысли народ, чё за суета, у вас в играх есть какие-то трофеи, что ли? В случае с сегодняшним виновником торжества, взятие онлайн-ачивок в нем растянется максимум на несколько часов. Однако один из кубков возможно получить только по пятницам с 10 часов утра по Гринвичу, что по московскому времени будет с 13 часов дня 7 ноября, причем обязательно победив в нескольких гонках заранее. Выходит, что это ваш последний шанс на закрытие трофов. Ваш последний онлайн-гоночный танец в этом году, который я проведу вместе с вами и поясню за короткий путь по взятию всех мультиплеерных трофеев игры. Если зритель расстроился, узнав про обязаловку для онлайна Grid 2 через VIP Pass, спешу обрадовать, это единственная игра Codemasters, где возможно приобретение бесплатного временного триал онлайн-пропуска сроком на 48 часов, за которые вполне реально собрать все сетевые достижения с помощью всего одного напарника. Как было сказано ранее, активировать код необходимо не ранее 11 часов утра по Гринвичу в среду, но и не позднее 9 часов утра пятницы по тому же поясу, чтобы иметь возможность забрать один капризный троф под названием Global Domination, подробнее о котором чуть позже. Полный список мультиплеерных трофеев основной игры без DLC включает в себя 9 штук. Забегая вперед, отмечу, что для финального нам понадобится Ford Mustang на полном фарше, что встанет почти в 63 тысячи ассигнаций. Если вы счастливчик с платным VIP-абонементом, машина уже будет у вас в гараже, но придется все равно наковырять 37 470 монет на его полный тюнинг. Итак, начнем наш путь с онлайн-плейлистов, где можно выбрать любую из 4 подборок. Рекомендую остановиться на гоночной, где есть вариант скипа большей части трассы. Зовем напарника и стартуем.
Как видно из условий гонки, нас ожидает 4 круга, парад, буллринг. Если напарник получит дисквалификацию, его заезд будет моментально прекращен. Тебе же останется завершить только первый круг трассы, вне зависимости, сколько их было в изначальных условиях заезда. Заработать помощнику такую высылку в наблюдателе можно двумя способами. Нужно либо получить статус минимального прогресса заезда, к примеру, если крутить пончики на одном месте, либо начать движение по трассе против шерсти, развернувшись в обратном направлении. В обоих вариантах таймер наказания сработает через 5 секунд непрерывного нарушения. Во втором варианте можно даже скипнуть обратный отсчет и моментально получить банхаммером по 5-й точке, если стартовать на задней передаче сразу со старта гонки. Для удобства напарник может зажать курок L2 монетой и пойти по своим делам, пока ты будешь забирать победы в каждой гонке. Есть и третий способ нарваться на дисквал. Это не нажимать никаких кнопок пада вообще, но в таком случае есть шанс словить не просто переселение в спектаторы, а получить сразу кик из гоночной сессии. Что же, для первого трофея под названием Natural Ability необходимо одержать победу в любом событии из онлайнового плейлиста, что мы с легкостью и делаем, даже не вспотев. Далее на очереди второй троф Social Butterfly, для которого нужно принять участие в онлайновом плейлисте и не покидать его на протяжении 5 гонок. Иными словами, нужно не словить кик из гоночной сессии за АФК нарушение. Побеждать здесь не обязательно, но поскольку мы в любом случае будем фармить 10-й сетевой уровень, наш путь прокачки начинается уже прямо сейчас. По окончании 5-го заезда забираем свой заслуженный кубок. С паблик-гонками в плейлистах покончено, теперь займемся трофеем All Night Long, по условиям получения которого следует завершить онлайновую гонку на выносливость. Создаем кастом-событие в дисциплине Endurance на любом классе авто, ставим 1 раунд и обязательно добавляем ботов. Трассу выбираем любой длины и обязательно указываем продолжительность заезда в 5 минут. Зовем второго игрока и можно стартовать. К сожалению, описание трофея здесь не совсем точное, поскольку в случае гонки вдвоем и дисквалификации напарника, заезд на выносливость будет завершен и для тебя тоже. И хотя в общем списке твоих гоночных побед станет на 1 больше и даже перечислит зарплату, но для трофея учитывается завершение заезда именно по выбранному таймеру, и в нашем случае придется реально ехать 5 минут. Однако, напарник может по-прежнему находиться АФК с зажатым курком заднего хода и получать дисквал, однако при наличии и противников гонка будет продолжена. Здесь также нет нужды рвать булки и финишировать на первом месте, важно лишь участие, не разложившись в хламину об отбойник до окончания заезда. Теперь перейдем к реальному бусту сетевого 10-го уровня. Запускаем приватное лобби в дисциплине Тоги на любом авто, ставим 5 раундов, в настройках указываем полные повреждения и без флешбеков. Для трассы подойдет легендарный Лазурный берег в одноименной французской провинции, она же Ла-Турби, губернии КТ, Дазур. Старожилы из NFS Porsche Unleashed наверняка помнят этот трек, пролегающий вдоль южного побережья Франции через небольшую рыбацкую деревушку. По аналогии с фармом уровней на наших прошлых курсах повышения водительского мастерства, здесь предстоит зажать курок заднего хода напарнику, сливающему гонку, и курок газа для бустящего хоста. Заезды здесь, как и в прежних играх Codemasters, запускаются друг за другом, сами собой по таймеру. Все, что потребуется от хоста, это нажать крест для старта нового турнира из 5 гонок после завершения предыдущего. 1 полный круг АФК прокачки составит примерно 6 минут 40 секунд. Тем не менее, предлагаю временно прервать фарминг при достижении как минимум 3-го сетевого уровня и скоплений в бумажнике 63 тысячи налика для игроков со временным абонементом или 38 тысяч рублей для господ с платным VIP-пассом. Да, все верно, настанет время пойти на шопинг за Мустангом и по совместительству для игроков первой категории первым личным автомобилем в игре. Дело в том, что завершая гонки на арендном каршеринге, победитель получает 50% вычета из денежной награды на компенсацию издержек. Стоковый Ford для них обойдется в 25 косых,
а полный тюнинг для всех гонщиков составит сверху еще плюс 37,5, что подарит кубок конструкторов под названием Different Class. Перед возвращением обратно на фарминг уровней заскочим еще за одной появившейся ачивкой. Это Harder, Better, Faster, Stronger, по условиям которой нужно выиграть гонку на модернизированной машине. В зачет идут заезды только из категории Race при любых настройках Custom Lobby. И да, в отличие от гонок на выносливость, здесь допускается дисквал напарника. Готово, теперь можно возвращаться обратно на кастом-турнир из 5 заездов в Тоге, где по прошествии примерно 3 часов геймплея, за которые придется закончить не менее 25 турниров, по 5 заездов в каждом, забирается 10-й уровень гонщика, а соответственно и трофей Deep in Your Toes. Поздравляю! Предлагаю обратить внимание на один троф из одиночной игры, именующийся Gun in 60 Seconds, и, как ты можешь догадаться, даже без базовых навыков инглиша. Есть отсылка к одноименной полнометражной картине «Угнать за 60 секунд» от 2000 года выпуска из-под пера Доминика Сены с племяшем Фрэнсиса Копполы в главной роли. По условиям ачивки необходимо за рулем Мустанга пройти круг по Чикагской трассе в Обаш-Ран менее чем за 1 минуту. Сложность трофея красноречиво описывает количество его обладателей. Он последний в списке, прямо перед финальной платиновой наградой. Получение этого трофа можно сильно облегчить, если делать это через онлайн. Хитрость заключается в том, что таким образом есть возможность использовать не стоковый форт, как в синглплеере, а наш затюнингованный вариант на все бабки. Но даже на форсированной бричке выехать из 1 минуты будет очень непростой задачей. Почти все повороты следует проходить вообще без педали тормоза в управляемом заносе. Да, в мультиплеере не будет бесконечных перемоток, как в одиночке, но поскольку проехать идеальный круг нужно в любом случае, то сделать это на более быстрой машине, очевидно, немного легче. Для экономии времени следует запускать заезд на время, в котором, в отличие от режима гонки, старт происходит сходу, и нет нужды наматывать лишний круг, чтобы наконец начать топить на результат. Напарник все так же будет сидеть в АФК с зажатым курком реверса. Не забудь указать порядок старта, исходя из ваших уровней опыта, чтобы не приехать в задний бампер партнера по бусту. На последнем зигзаге перед финишем можно пройти поворот в бобслейном стиле. Передаю привет фанатам первых Гран-туризмо. Есть еще одна гоночная ачивка из сингла, которую можно также получить и в онлайне, но она не такая сложная и доступна лишь владельцам платного паскода. Называется Vanishing Point, она же исчезающая точка, отсылающая нас к одноименной полнометражке 1971 года за авторством Ричарда Сарафьяна с Берри Ньюманом в главной роли. По ее условиям предлагается выиграть заезд на белом Dodge Challenger. В синглплеере данный маслкар открывается лишь во 2-м сезоне карьеры, однако этот красавчик доступен в онлайне бесплатно и со старта, но, как я и говорил, только лишь для VIP-олигархов. Перед гонкой необходимо внести изменения во внешний вид машины, убрав паттерн пользовательской ливреи, оставив кузов в базовом белом глянце, он же глосс. Заезд для трофея засчитается только из дисциплины гонка. Дисквал противника по-прежнему не оказывает никакого влияния на получение ачивки. Итак, финишная прямая и 3 трофея, связанные с учетной записью RaceNet, создается она прямо в игре.
Можно также использовать уже существующую со времен автоспорта. Начнем с ачивки Keep Your Friends Close, которую не забрать без доступа к интернет-браузеру на любом дополнительном устройстве, к примеру, на ПК. Последовательность действий следующая. 1. Тебе и напарнику нужно залогиниться на сайте Codemasters под своими учетками ReusNet. 2. По этим же данным добавляетесь друг к другу во френдлист. 3. Переходите в раздел Grid 2 Rivals. 4. Верхние две строки «Недельный» и «Кастом» — это рандом, игроки, нам оно не надо. Учетку друга добавляете в любой другой строке из США, отправляя предложение на заезд или наоборот, он вам отправит. Как видишь, на сайте бывают глюки, и список друзей не всегда отображается корректно. 4. Другой из вас в этом же разделе сайта принимает этот запрос. 5. Возвращаемся на PS3 в игру. В онлайне в разделе Rivals убеждаемся, что запрос на заезд успешно принят, где должна появиться сравнительная таблица по вашему с другом опыту. 6. Кто угодно из вас двоих создает кастом-гонку, где вы по очереди побеждаете и оба получаете трофей. Быстрее всего будет в уже знакомом тоге на 1 раунд. Остался последний подход из 2 трофеев «Соберись». Для первого, он же One for the Team, требуется выполнить индивидуальную задачу глобального соревнования, то есть забрать минимальную бронзовую награду в любом заезде из представленных на этой неделе. Global испытания представляют собой аналогичные сингл-заезды RaceNet из автоспорта, знакомые тебе по недавним курсам нашей автошкилы. Ехать можно как на арендной машине, так и на личной. И, наконец, финал – трофей Global Domination, для которого нужно выиграть неделю глобального испытания. Итоги подводятся каждую пятницу в 10 утра по Гринвичу, что равняется 13 часам дня по московскому времени. В течение всей недели результаты твоих сингл-заездов суммируются в общей онлайн-таблице. В нее также попадают итоги гонок твоих друзей, но порой могут добавить результаты даже случайных игроков. Формально, победой будет считаться случаи, даже если к тебе в табличку никого не подселили за всю неделю, но все же рекомендую добавить второго игрока, хотя бы свою запасную учетку. В указанное время и день игрок, набравший самое большое количество очков и занявший в таблице первое место, получает трофей Global Domination. Забрать троф стандартными возможностями игры получится только в данный момент подведения итогов, находясь в это время прямо в игре. По неизвестной причине, даже если ты был первый в таблице, но зашел в игру сильно позже, скажем, не в 13 часов дня, а вечером, после работы, то ачивка в таком случае тебе не перепадет, хотя на экране выведут сообщение о победе, выплатят денежную награду и даже разрешат открыть шампанское. Однако, ты таки снова удивишься в очередной раз, но игровое сообщество времени зря не теряло. На помощь придет та самая чудо, выручай флешка, для копирования сейв-файла, которая нас уже страховала в процессе скупки автопарка в Dirt Showdown. Благо, в сегодняшнем Grid 2 аналогично отсутствуют ограничения на резервное копирование прогресса, а значит наличие подписки PS Plus не потребуется. Последовательность получения трофея следующая. 1. Заранее, до наступления 13 часов дня пятницы по Москве, необходимо откатать хотя бы одно Global испытание, побив рекорды всех указанных игроков в таблице и заняв в ней первую строчку. 2.
Перед выходом из игры необходимо прокатиться в любом глобал-испытании на арендном автомобиле, тем самым оставив активным его, а не какой-либо ваш личный тазик. 3. Далее выходим из Grid 2 и создаем резервную копию сохранения на флеш-накопитель. Напомню, что он должен быть отформатирован в формате FAT32 на структуре разделов MBR и иметь в корне папку под названием PS3, в которой должна быть вложена папка под названием Save Data. Четыре. Дожидаемся пятницы, и минут за 5 до наступления 13 часов нужно уже находиться в игре в разделе Global, можно быть как в испытании, так и просто смотреть на таблицу результатов. В назначенное время тебя выбросят в главное меню игры, и по возвращению обратно в этот раздел трофей сделает бздынь. 5. Если зайти в игру в указанное время нет возможности, не беда, заходи как сможешь. Но в таком случае, предварительно перед заходом в раздел Global испытаний, нужно заглянуть в шоурум и выбрать активным любой твой личный автомобиль взамен ранее сохраненного арендного авто из испытаний. Примечание. Если призовые выплатили, но трофей так и не упал, то вне зависимости, во сколько по времени тебе удалось попасть в игру, вот несколько приемов, которые помогли решить проблему другим игрокам. Можно попробовать открыть список лидеров на треугольник. Если опять постигла неудача, следует выйти из игры и восстановить копию сохранения с флешки, перезаписав оригинал в памяти приставки, после чего снова зайти в игру и снова попытать удачу, не забыв опять сменить арендный авто на личный. Некоторым игрокам приходилось повторять перезапись сейв-файла 4 раза, пока троф не упал. Опционально, иногда помимо перезаписи сохранения, помогла отвязка и повторная привязка RaceNet аккаунта к PSN аккаунту через интернет-браузер на сайте Codemasters. Бу! Страшно? Вот и мне было так же страшно в первый раз, когда пытался забрать свой Global Domination. Но, как вижу, ты справился не только с ним, но и со всеми задачами на отлично. Прими мои поздравления. Ты достойный ученик легендарной автошколы. Желаю тебе никогда не пасовать ни перед какими трудностями. Газ в пол, а потом уже разберемся. Да пребудет с тобой упорство Цучии. Хочу поблагодарить отечественный ресурс Strateg.ru и лично игрока Кирилл Сектор Линкуэй. Вы оказали неоценимую помощь в подготовке видеоролика. Спасибо.